Я приветствую вас, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые рыбы и рыбки на канале Астро Эспирационе. Таро прогноз, что спешит в вашу жизнь до конца марта, что ждет и что прояснится с 20 по 31 марта. Март – это у нас сезон весенний, ваше время, мои дорогие рыбы и рыбки. И это весеннее пробуждение, оно, как и чувствует наш организм, вторя тактам природы, одновременно это еще и происходят какие-то глубинные процессы внутри нас самих, период переосмыслений, период некоторой реорганизации внутренних перемен. Это как смена энергии. И у нас до 20 числа много ваших энергий. И Солнце в вашем знаке, и новолуние у нас 19 числа. Но новолуние – это всегда новая энергия. И уже с 20 у нас сразу несколько позиций меняются кардинально. Солнце переходит в знак Овна. И это время, тут действительно весеннее пробуждение, приток энергии, оптимизма, жизненной активности, бодрости и сил. Но еще и немаловажный момент, что у нас переходит Меркурий из ретро-движения в прямое директное. И стало быть, больше будет порядка. Или какие вопросы там у вас подзастряли, здесь либо жизнь идет с правильной ноги, либо как-то мало-помалу все-таки мы идем вперед. Тут будет явно что-то, пусть даже не сразу, не за один день, не за один момент, но больше будет ясности. Вот давайте с вами все же узнаем, что нам подскажут карты. У нас сегодня традиционно две колоды, и первая – 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла, не без этого. Но не задаем мы картам вопроса, когда достаем три карты, три знака судьбы. Позволим картам сказать нам, что нам нужно сейчас услышать или важно знать. Три знака судьбы. С чем связано эти 10 важных дней в вашей жизни в марте? 10 важных и завершающих дней марта. И дополним картами Таро. Что же скоро случится, что произойдет, какой поворот событий вас ожидает. И, соответственно, может быть, это будет взаимосвязано, что спешит в вашу жизнь, что спешит на ваш порог. И что прояснится по основным сферам жизни, что ждет в жизни личной, вообще во взаимоотношениях, ну, может быть, и в вопросах любви, сфера достижений, карьера, работа, у кого-то учеба, документы. Это ваши важные планы, важные встречи, может быть, контакты и финансы. Что 10 важных дней и по финансам вам тоже принесут? Давайте разузнаем. И первый у нас знак судьбы. Давайте откроем, какую подсказку дают карты. Как здорово, да? Вот радость, может быть, исполнение желаний. Может быть, это что-то касаемо личной жизни, но не обязательно. Это, знаете, чувство наполненности, вдохновения. И тут действительно радостная новость. Пусть даже она у кого-то будет касаться именно личного продвижения, личного творчества, самореализации. Я допускаю, что это и личной жизни тоже. Это вот как рождение новой жизни. Все то, что я говорила до карт, это правда. Смотрите, может быть, у кого-то из вас будет очень важный разговор с работодателем. Все-таки король Пентаклей – это может олицетворять человека и ресурсного, но где-то и руководителя, или человека статусного. У кого-то это разговоры, пусть как статусное лицо, ну, тоже своего рода начальник в той или иной сфере, или официальное лицо, если как чиновник. А нам нужно с ним договориться, к примеру, получить какой-то документ или разобраться, как в нашем случае работает закон. Вот есть явно взаимодействие, здесь добрые вести могут от официальных лиц прийти. И у кого-то это будет касаться либо работы, но иногда по этой карте все-таки близкие наши проходят буквально супруги. И мы не будем рассматривать по полу все же карту. Это может быть девушка, женщина, почему нет. Но вот это тот человек, который и надежен, и к вам лояльно настроен. Тут какая-то помощь вам идет. Или какое-то дельное предложение. Ну или вы сами сможете. Тут действительно... Тут нам вообще пара, если мы говорим король и королева. Может быть, тут и в личной жизни, как, знаете, позитивные, если не перемены, то добрые вести. Ну и где-то по работе. Вполне вероятно, пусть это будет даже касаться личной жизни. Но тогда вы вместе можете строить, если вы в паре, или пусть у кого-то дружба, у кого-то семья.
Здесь тоже могут прийти как и добрые события или какие-то новости, которые абсолютно точно вселяют оптимизм. Здесь могут быть и такие два момента, когда вы, допустим, с вашим партнером по браку или ну с кем вы проживаете, вы будете строить дальнейшие планы, это точно, исходя из того, что у вас, может быть, что-то меняется, и у человека тоже что-то меняется. Я могу допустить, что вот такие перемены могут быть и в вашей жизни. Это как у вас, как, знаете, какая-то траектория постепенно отлаживается или отстраивается, или ясность по какому-то вопросу приходит, которая вот именно дает вам, с одной стороны, укрепить как собственные тылы и немножко продвинуться вперед. Но и у человека тут тоже может что-то меняться, и тут, скорее всего, я тут вижу взаимодействие, причем когда оба выигрывают. Второй знак судьбы. Но не все, наверное, так однозначно. Мы говорим по пажам, это вестники, иногда это вопросы, связанные с детьми. Но это конкретно в этой колоде карта наблюдения, мои дорогие, правда? Или карта, которая говорит, ты будь вообще-то осторожен. И мы можем оказаться с любой позиции. Либо вот этого молодого человека, который так как растворился, неприметным хочет быть явно. Как он одет? Да никак. Это то, что не запоминается, да, то, что где-то, ну, мы его увидели, мы даже все равно как не видели. И явно ему это зачем-то нужно. Может быть, это вам нужно распытать, опять же, какой-то вопрос, и вы пойдете вот так вот аккуратно, да, с каким-то тонким подходом, даже к чиновнику, да, чтобы вот вам нужно прояснить, как же тут именно в вашем случае будет работать либо закон, либо какие-то положения, или кто-то ищет работу, вы будете на собеседование ходить и сначала с одним там руководителем или менеджером, с кем там будете, может быть, по персоналу беседовать. И, конечно, мы хотим произвести, может быть, и хорошее впечатление, но мы пока не даем никаких обязательств, мы идем как будто в разведку. Но мы можем быть точно так же с позиции вот этого джентльмена, который вообще ни о чем не подозревает, просто так вот вольготно выходит. Ну а чтобы ему переживать? Тут видно богатый дом, ну, по крайней мере, стабильная жизнь. Вот и вы можете за кем-то наблюдать, и за вами могут наблюдать, мои дорогие. Будьте аккуратны. Я бы сказала, на всякий случай будьте внимательны, когда вы заходите на разного рода ресурсы. Но тут у вас будущее. Вы, может быть, даже будете рассматривать несколько вариантов. Вот, к примеру, по работе. Вы еще будете выбирать. И вы можете от чего-то отказаться. Явно тут будет такая дистанция, когда есть как будто и направо, и налево. Или есть один вариант и второй вариант. Понятно, что в две стороны мы сразу не пойдем. Тут явно одно чему-то вы отдадите предпочтение, от второго вы откажетесь. И у кого-то тут по-разному. Но больше я тут вижу в центре у нас жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к вам приходят деньги. Поэтому кто-то будет даже продумывать как дополнительный доход, может быть так, или вторичный заработок. Кто-то может задуматься по тройке жезлов, это всегда карта будущего. К примеру, проходить какие-то курсы именно потому, что вы определяете, что да, я могу себя, свои таланты раскрыть. Или, ну, может быть, и ваша чуйка, мои дорогие, работает именно так, что вот тут именно я, ну, смогу как бы выразить себя, и у меня есть перспективы. Вот я этого тоже не отрицаю. Но вот выбор, он все-таки присутствует. Не совсем однозначный, когда нужно слушать и интуицию, и, скорее всего, все же мечи– это интеллект. Это интеллект и какая-то конкретика. Для чего-то ж наблюдает, ему нужно что-то узнать. Более точно, более четко. Вот и вы можете искать какой-то подходящий сценарий или подходящий путь, чем вы собираетесь заниматься. И третий знак судьбы– король жезлов. Ну, уже два короля, когда два короля и более, посмотрите, много персонажей у вас будет. Скучать будет некогда. Ну и если два короля выпадает уже, стало быть, не обойтись без либо у кого-то собеседования, как я говорила, может быть, даже банально, мои дорогие, вы ходите на свою работу, работаете, как всегда. Но, значит, в этот период, в эти 10 важных дней, как-то будут так складываться события, что больше контактов с руководителем. Или вы можете как о себе... Вот вас будут замечать, вот это точно. Вас будут замечать,
За вами, я не исключаю, будут наблюдать, поэтому себя в каком-то лучшем свете подать, наверное, сказать, это как знак судьбы будет тоже не лишним. И это могут быть те люди, которые тут и правда у кого-то выбор именно может касаться работы. Или пусть это даже будет выбор по поводу учебы. Я этого тоже не исключаю. И контактные лица, которые наделены властью, это точно. Но карта нам подсказывает, если уж мы о знаках судьбы, есть в вашей жизни человек, может быть, вы... Вот на что вы соглашаетесь, хочется сказать. Будьте внимательны с этим. Тут не получится, знаете, так, ну, как получится. Нет. Тут все-таки вам придется как будто в какой-то теме, если вы на нее согласились, как будто выложиться. Вот это я предполагаю. Почему? А потому что за вас какую-то работу человек делать не будет. Но оно имеет смысл. Хотя, может быть, и банально, у кого-то из вас так проиграются, что есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, телец, дева, козерог, или имеет там асцендент, и это больше где-то, ну вот, или личная жизнь, или где-то тема финансов для вас. А то, что касается работы, хотя тут тоже можно сказать десятка пентаклей, это тоже про семью, про личную жизнь. Ну вот я говорила, что здесь могут у партнеров меняться какие-то планы, да, или у родственников, или у друзей, или какой-то общий, да, ну, может быть, общая идея соединяет людей. Вот это тоже я такое, или дело какое-то соединяет. И здесь будут новые варианты сотрудничества даже с теми, которых вы хорошо знаете. И тут может быть вполне вероятно, что и по работе, как, знаете, как движ какой-то начинается, или как прогресс намечается, я бы сказала, все-таки это пентакли, поэтому есть возможность заработать денег. И, может быть, для кого-то из вас это возможность изменить место пребывания, проживания, переехать куда-то. Я не говорю, что вы в эти 10 дней все-таки не такой большой срок, но то, что вы задуматься всерьез можете и будете искать варианты, для кого-то это будет актуально. Что же там за поворот судьбы ожидает? Работы будет много, занятости будет много, крутиться как будто придется, но нам говорят, не берись за все подряд. Мы уже где-то вскользь говорили, очень рационально, потому что тут придется ж вот какую-то работу выполнить, довести до ума, это точно. Тут по правосудию я всегда говорю, это карта кармы, поэтому если предыдущий период, который у вас складывался очень как-то, ну не для вас, не положительно, или были какие-то сложности, но вы-то, вы люди эмпаты, мои дорогие, вы чаще всего можете себе или могли, может быть, прежде себя в чем-то ущемить, а вот чтобы, ну, всем было хорошо. То есть вы могли сделать очень много хорошего по этой карте нам, как Вселенная, как правосудие, да, возвращает в виде помощи, ну, может быть, через руки других людей. Конечно, эта карта говорит правосудие все-таки, да, банально, может быть, и придется какую-то работу над ошибками сделать, переделать какой-то документ. То есть, если нам что-то из прошлого возвращается в этот период, еще может быть такое. Или тут может быть такая конфигурация, как, к примеру, вы занимались каким-то делом, вопросом, ну пусть это даже касается отношений. И вы все надеялись, что, ну, какой-то переломный момент наступит. Здесь может именно наступить, когда вы сами вообще что-то переиграете. Потому что, может быть, поймете нецелесообразность своего участия в чем-то или нецелесообразность в чем-то продолжения. Но здесь я должна сказать, вот именно эта карта усталости будет говорить о том, что как правосудие, или назовите это силы Вселенной, пытается помочь вам и где-то оградить, может быть, даже пусть это происходит, когда несколько событий перемешаются одно с другим. Но иногда так в нашей жизни тоже бывает. Все перемешалось, вроде винегрет получился. Но вы знаете, это тогда свидетельствует о том, что за короткий период вот это все и как-то разберется. Разберется и будет какая-то ясность. Да, вы знаете, тем не менее, вы можете тут что-то кардинально переиграть. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Здесь может быть какой-то поворотный момент. И башня, с учетом правосудия, я могу предположить, тут, знаете, людям, вы можете с этим столкнуться.
Поворотный момент я тут больше вижу либо через людей, через обстоятельства. Потому что, во-первых, два старших аркана – это не то, что мы инициировали, хотели, а это именно связано с кем-то или с чем-то внешним. Но уже сложилось, что сложилось. Это когда мы делаем выводы. Поэтому для кого-то из вас будьте где-то к этому готовы. И вам как будто это по судьбе, или будем говорить, для вас это такой, знаете, добрый триггер, когда именно добрый, когда вы в чем-то ставите точку. Потому что нам карта вот с этого началось. Нам говорят, ты уже от этого устал. Ты уже точно, словно где-то был, все видел и знаешь, как это будет дальше развиваться. Так вот, вы можете узнать что-то о человеке или от человека, эту новость, и вы понимаете, все, вот так больше продолжаться не может. Я уже не хочу. Имеется в виду, вы уже так не захотите. Или пусть у человека тоже что-то меняется, и вы понимаете, ну все, в этом тоже уже какой-то финал. И тем не менее, это происходит в тот момент, когда вы сейчас ресурсны. Поэтому, может быть, какое-то важное решение в эти дни вы будете принимать. Ну, как я говорила, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Ведь, правда, посмотрите, когда в моем раскладе появляются две карты одинаковые, но они из разных колод, это как знак судьбы. Король жезлов, мы говорим, харизматичный лидер. Тут есть какой-то человек, может быть, и напрямую человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Может быть, это даже кто-то близкий. У нас все-таки карта десятка пентаклей, в том числе это не только финансы, но это карта дома. Или с кем мы проживаем, может быть, родственников, далеких родственников, у кого что. Значит, у вас с конкретным человеком, либо его решениями, или той новостью, которую он вам принесет, будут у вас связаны события. Вот именно он как будто сам, или пусть это она. Здесь у вас аркан императора. Вы знаете, тут может быть не только, наверное, близкий с учетом аркана император, хотя кто его знает? Ведь вот мы говорим, смотрите, карта короля жезлов, если так переложить, это у нас люди, рожденные под знаком зодиака стихии огня. И это Овен, Лев, Стрелец. А вот если мы про императора, это Овен тоже. Ну, может быть, у кого-то совпадет. Ну, вот такая маленькая подсказочка, что спешит. Значит, вот именно через такого человека. Может быть, это сам по себе не обязательно тут знак зодиака. Я уже, конечно, это так дополнительно. Но это ведь карта силы власти. Это карта высоких инстанций. Это люди либо в погонах, либо наделенные властью, полномочиями, они имеют какие-то ресурсы, они имеют рычаги влияния, да, вот это вот все то, что проходит. Но тут новая организация жизни, ведь эта организация не только сама по себе имеется в виду учреждение, но и организация нашей жизни собственной, когда мы берем ответственность на себя. Поэтому вот тут у кого с чем совпадет, это буквально спешит в вашу жизнь, что прояснится. Ох, вот скучать будет некогда моим дорогим рыбам и рыбкам. Много переездов, много перемещений, много каких-то контактов. Как будто вам придется и там успевать, и тут успевать для того, чтобы что-то как раз и прояснить. Ну, шикарно. У вас все получится. Вот, но вы об этом не расскажете никому и правильно сделаете. Карта мага. Тут нужно молчать. У вас сейчас действительно время, когда, ну вот можно и забрать что-то свое, да, или в чем-то поставить точку, кардинально и изменить какие-то свои планы, самые разные. У кого-то личная жизнь, у кого-то это будет касаться, может быть, все вместе. И работы, и перемещения, я имею в виду переездов, ну и вопросы любви, может быть, вообще какие-то планы более глобальные. Но вот, видимо, у вас и происходят вот эти где-то, как, знаете, неожиданные инсайты, неожиданные подсказки, стечение обстоятельств. Не исключаю для кого-то предложение. Вот рассматривайте все подряд и анализируйте. Будьте сами магом и волшебником. Может быть, и придется вам через некоторые контакты. Все же у нас 3 уже выпало короля и 1 император. Но не уйти от бесед с какими-то особами, которые либо занимают более высокий пост или стоят выше по лестнице иерархии, или наделены властью, деньгами. Ну вот что-то такое тут может быть. Но тогда вот серым кардиналом быть стоит, потому что будет маневр.
успеть додумать, проанализировать, просчитать. Это великого практика, мои дорогие. Карта, которая одновременно, ведь маг он нацелен на то, чтобы, ну, где-то осуществить свою мечту, раз. Ну, а если что-то полезное, не упустить, два. Ну, и со всеми, знаете, ну, такое нейтральное сохранить, может быть, общение, чтобы о себе много не рассказать, чтобы не втянули вас в какой-то непонятный вопрос или в непонятную тему. Вы ведь тоже можете столкнуться с такими людьми. Ну, так вы и сами того же стоите, будем говорить, у вас такие же энергии. Поэтому слушайте еще и свою интуицию. Личная жизнь, что ждет вас? Но по четверке пентаклей тут, именно если мы говорим вопросы пары, вопросы взаимоотношений, ну вот это как надежные тылы задача создать. Ну да, у кого-то может быть спор. Или вы, может быть, получаете какую-то новость. Причем та новость, которая вас заставляет строить новые планы. Новые планы, но те, которые нужно как будто... Ну, либо они нуждаются в какой-то вот именно или как тыл, или подушка безопасности, или когда вам нужно что-то стабилизировать, чтобы меньше было препонов, преград. По аркану умеренности у нас всегда идет не случайная случайность, мои дорогие. Поэтому и в личной жизни у кого-то может это просто быть новость, а у кого-то сообщение человека. Но вот ваша задача именно ваш тыл. У вас будут люди, которые вам готовы прийти на выручку, опять же, потому что по рыцарю Пентаклей чаще всего в нашем окружении есть те, которые или могут помочь деньгами или дельным советом. Ну, может быть, для кого-то это актуально, но для кого-то из вас это будет как, может быть, касаться работы и первые какие-то шаги, может быть, работа на дому, вот, к примеру, да? Или тут у нас все-таки самый медленный рыцарь, куда-то вам торопиться не следует. Поэтому и говорят, сохраняй пока себя в том или ином эквиваленте, потому что будут какие-то возможности, вариации, и они будут совсем не с теми энергиями, которые вы предполагали. Тут, правда, будьте готовы к неожиданностям, где-то по личной жизни тоже. Может быть, это вы узнаете что-то о вашем партнере, о ваших детях, или... Меняется, да, у кого-то из ваших родственников что-то, повторяюсь. И вас это каким-то образом заставляет тоже видоизмениться. Но тут я вижу, что тут может быть какая-то возможность. Не гоните лошадей. И на ваши достижения, посмотрите, у нас снова повторяется 2 десятки пентаклей. Время раскрытия собственных талантов. Время, когда вы можете найти работу. Время, когда вы можете заработать деньги. Время, когда вы, в принципе, можете попробовать новое дело, и оно, скорее всего, будет перспективным. По максимуму идет карта, поэтому на все ваши достижения, я бы сказала, чистолюбивые планы, зеленый свет. Финансы, хотя и про финансы нам сразу тоже сказали. Вот смотрите, старший аркан влюбленные. Есть, я уже говорила, какой-то человек, который вам может помочь в трудную минуту, может быть, где-то и подсобит, как вот эта подушка безопасности. Тылы, мы с вами тоже об этом говорили. Может быть, где-то говорит на деньги, что-то вам нужно и сохранять. Вполне вероятно, карта будет говорить, что есть и какая-то тема, которую вам нужно решить по финансам нейтрально. Именно нейтрально, мои дорогие. Я не исключаю, может быть, это даже взаимодействие, когда, ну, либо вы находитесь, ну, в такой ситуации, когда, ну, не напрямую деньги, но вот именно договариваясь с конкретным человеком, улучшается в целом ваше финансовое состояние. Вот такого я тоже не отрицаю. Поэтому будьте магами, волшебниками от начала до конца. Где-то придется быть вот этим серым кардиналом по всем параметрам, по всем стихиям или по всем сферам жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, искренние, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, все ссылки я оставлю в описании под видео. И я вас люблю, а вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.